скорость, которую ты можешь достигнуть чисто за счет силы своих ног, это для меня лучший наркотик. Адреналин в чистом виде. Кто-то гуляет в горы, лазает на Эверест. Ну, мне нравится долго кататься на велосипеде, потому что именно так я себя чувствую свободным. Когда работаешь, я постоянно общаюсь с людьми во время работы, и за пару дней по 8-9 часов в офисе это надоедает. И оказаться в тишине за городом, без людей, это важная перезагрузка для меня. Когда ты едешь на машине, ты просто передвигаешься из точки А в точку Б. Ты едешь там на скорости 100 км в час, проносишься сквозь пространство, не видишь ничего в деталях. Когда я еду на велосипеде, скорости на порядок меньше, и ты можешь насладиться моментом здесь и сейчас. А осознание того факта, что ты движешься за счет своих сил, за счет силы своих ног, оно позволяет насладиться этим втройне. Мои первые 100 километров, это была весна. Я проложил маршрут просто из Вилейки в Минск по Google картам, избегая всех дорог, всех трасс. И мне пришлось в марте месяце форсировать пару речек вброд. Причем после того, как форсировал одну речку, поворачиваю за угол, вижу, что еще одна речка впереди, а у меня уже нету скорости, я не могу ее преодолеть накатом, и назад я уже не могу вернуться. Я полностью окружен водой со всех сторон, холодно, там где-то 5 градусов тепла было, начинался еще дождик со снегом. Ну и вот в тот момент я себя почувствовал максимально в западне. Выбираешься через эту водную преграду, едешь дальше, но ты уже промок, впереди еще 80 километров до дома. Мысли такие, типа, во что я ввязался, зачем я это делаю, это глупо. Тем не менее, все время было четкое понимание, что это нужно сделать, это нужно преодолеть, потому что, я захотел. Если захотел, я это сделаю. Когда-то казалось, что проехать 30, 40, 50 километров за тренировку – это уже очень много. А сейчас со временем тренировки достигли 3 часов и 100 километров в среднем в будний день, а на выходных и того больше. Я развиваюсь, я становлюсь сильнее, быстрее, выносливее, и вместе с этим растут мои запросы к тому, сколько я готов проехать за раз. На данный момент мой рекорд 490 километров. Это было чуть-чуть больше, чем сутки. Ехал это в последний день своей гонки «Трансконтиненталь». «Трансконтиненталь» — это ультрамарафон на велосипеде с лимитом времени в 15 дней. У тебя есть старт-финиш, 4 контрольные точки. Между ними ты прокладываешь маршрут так, как хочешь сам, и ты должен проехать это как можно быстрее. Во время этого «Трансконтиненталя» я думал о том, чтобы бросить с 2-го дня. И именно почему-то эта мысль больше всего толкала меня вперед, потому что я не представляю себя сошедшим с дистанции. Только, наверное, перелом ноги, смерть или что-то такое жестокое может меня остановить. Сломался бы велосипед, я бы купил новый или взял в прокат и поехал дальше. В последний день, когда я увидел, что меньше 500 километров остается, все, я могу ехать. Выспался с утра и поехал. 490 километров дались очень тяжело. Были определенные сложности со здоровьем на фоне усталости, но тем не менее, даже после 24 часов на велосипеде, на следующее утро я чувствовал себя способным ехать дальше. Я получал истинное наслаждение от того, как можно ехать 24 часа и больше, и при этом быть в тонусе, не чувствовать какой-то усталости,
Хотя, может быть, это просто была эйфория от того, что я доехал до финиша, не знаю. Здесь абсолютно тихо. И облака. Просто облака везде. Самыми тяжелыми были сутки после финиша, потому что у тебя закончилась цель, тебе не нужно было никуда ехать, тебя никто не встретил, ты один в незнакомом городе. В какой-то момент, когда пересек финиш, показалось, что жизнь остановилась, цель, в принципе, достигнута, и мысли такие, собственно, что делать дальше? Ну и вот это было самым тяжелым испытанием во время Трансконтиненталя. На удивление я кайфовал. То есть год подготовки не прошел даром. Все 4000 километров платил, и в среднем километр обошелся в 50 центов. 2000 евро было с собой, и почти все они были потрачены. В среднем 100 евро в день на отели, на еду, на все такое. Дальше новые цели. Проехать 4000 километров, но на несколько дней быстрее, побороться за то, чтобы войти в топ-10, а не в топ-100, потому что я знаю, что я потратил 40% времени впустую, но в целом после завершения Трансконтиненталя я понял, что для меня, если я поставлю перед собой цель, наверное, нет ничего невозможного. Я просто планомерно к этому приду.